Систем государственного и общественного устройства множество. Недавно мы изучали иерархию волчьей стаи. А вот людям нравится, чтобы ими правили другие, ведь думать самим как-то лениво. Другие же приматы пытаются высказать мнение большинства и решить, как они дальше будут жить. Конечно, если у них это получается. Ну а наши сегодняшние гости воплотили в реальность утопические идеи социализма и коммунизма. Встречайте муравьев. Семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Начнем с того, что в мире более 14 тысяч видов муравьев, распространенных преимущественно в тропиках. Хотя они распространены по всему миру, кроме Антарктиды, но любят где потеплее. Они образуют около 25% земной биомассы всех наземных животных и до 80% биомассы всех насекомых. Как вам такое? Произошли муравьи от существ, похожих на ос, около 110 миллионов лет назад. Они жили бок о бок с динозаврами, но не вымерли, в отличие от этих гигантов, а наоборот добились успехов. Все дело в сложнейшем по насекомым меркам устройстве общества. Община муравьев состоит из двух групп. Группа, относящаяся к репродуктивной сфере, те, кто участвует в воспроизведении членов общины, и группа обеспечения, рабочие муравьи, то есть те, кто снабжают всю семью пищей, охраняют ее, строят гнездо и так далее. Причем репродуктивная сфера – это не только самочки, но и расплод. Личинки, яйца, куколки, часто молодые рабочие. Они на ранней стадии своего существования у целого ряда видов могут откладывать неоплодотворенные яйца, из которых выводятся самцы. Сразу оговорюсь, что самцы в муравьином сообществе играют исключительно роль оплодотворения и никакого участия в жизни сообщества не принимают. Муравьиный мир – это мир исключительно женский. Рабочие муравьи – это те же самки, но с недоразвитой способностью к откладыванию яиц. Вокруг функции у муравьев выстраивается определенная иерархия. Те муравьи, которые занимаются защитой – это более высокая ступень иерархии, а те, кто обслуживает самочек и приплод, непосредственно в муравейнике. Чистка камер, вынос мусора, облизывание личинок, переработка пищи для них и все такое прочее более низкое. Фуражиры – это защитники, тоже разделяются на активных фуражиров, разведчиков и пассивных. Пассивные – это те, кто в основном занимаются доставкой того, что нашел муравей-разведчик. Муравей-разведчик наиболее активен и наиболее информирован о находящемся в его видении участке территории. Он выходит на этот участок, обследует его, возвращается в гнездо, сообщает информацию и мобилизирует других фуражиров на доставку. Если мобилизация удалась, необходимый поток муравьев пошел в конкретную точку. Разведчики считают задачу решенной и обследуют уже другие участки территории в зоне своей ответственности. Кстати, разведчик может мобилизовать и проходящих мимо муравьев. При всем при этом это далеко не военизированная система. Разведчик не приказывает, он контактирует. Этот контакт вполне может кончиться ничем. Пассивный муравей как шел своей дорогой, так будет идти дальше. Но когда муравьев много, то вероятность положительного контакта велика. Кто-нибудь, да и откликнется. К тому же у разных видов муравьев разная способность к мобилизации. Получается, что у муравьев есть четкая иерархия, однако при этом она не жесткая и не несет приказного характера. Более того, несколько муравейников могут даже образовать федерацию. Это несколько муравейников, связанных промежуточными станциями. Помимо взаимовыгодного сотрудничества, у муравьев бывают и войны, хотя и довольно редко. На самом деле война – это исключительно весеннее явление, когда надо заново возобновлять границы и контакты с чужими муравейниками. За время зимовки контакты прерываются. А что там с целеполаганием всех муравьев? Забота о потомстве. Вся эта общественная структура муравьев работает, пока есть приплод или расплод. Это яйца, личинки и куколки. Муравьи образуют семьи, размеры которых варьируются. Почти во всех семьях есть самцы и одна или несколько репродуктивных самок, называемых царицами или королевами. Иногда семьи называются суперорганизмом, потому что муравьи работают как единое целое.
В муравьиных семьях существует разделение труда, связи между особями и самоорганизация при решении сложных проблем. Такие параллели с человеческим обществом давно являются предметом исследований великих умов. Самочка спаривается только один раз во время так называемого брачного полета, получая при этом запас спермы самца, расходуемый постепенно на протяжении всей ее жизни. Продолжительность жизни муравьиной самки максимальна для мира насекомых и может составлять до 20 лет в зависимости от вида. Рабочие особи до 3. Может показаться, что матка является центром муравьиной семьи, однако в действительности им являются рабочие муравьи. Чем больше в муравейнике самок, тем непочтительнее отношение к ним рабочих. Рабочие муравьи переселяют самок из одной части гнезда в другую, передают на обмен в другие гнезда, убивают тех, чья плодовитость им кажется слишком низкой. Жизнь муравья начинается с яйца. Если яйцеклетка оплодотворена, то из нее вырастает самка, а если нет, то самец. После инкубационного периода из яйца выходит малоподвижная червеобразная личинка, кормлением и уходом за которой занимаются рабочие особи. В зависимости от питания, которое получает личинка, она может развиться в царицу или рабочую особь. Размножение и расселение муравьев происходит один раз в году, у некоторых видов дважды за год. Кстати, многие животные могут обучаться с помощью подражания, а вот муравьи – это единственная группа помимо млекопитающих, у которых наблюдается интерактивное обучение. Осведомленный фуражир приводит товарища к недавно открытому источнику питания, и ученик получает информацию от лидера. При этом лидер и ученик всегда находятся в контакте и следят за продвижением друг друга. Учитель замедляется, когда ученик отстает, и наоборот. Получив урок, ученики зачастую сами становятся учителями. Таким образом, информация о положении корма распространяется по всему гнезду. По мере роста муравьиной общины, укрепления ее целостности, разделение функций становится все более глубоким. Число профессий рабочих муравьев возрастает, а специализация каждой особи сужается. Муравьи – это не просто насекомые, а пример того, как эволюция смогла создать настоящий коллективный разум. Их колонии напоминают города со своими профессиями, коммуникацией и правилами. Люди веками придумывали утопии, спорили о социализме и коммунизме, а муравьи давно воплотили эти идеи в жизнь. Не на бумаге, а в каждом лесу, под каждым деревом, где их невидимые армии строят свои сложные миры. И да, про муравьев можно говорить бесконечно. Это лишь маленькая толика информации про этих умных насекомых. А на нашем втором канале «Планета Земля» есть большой выпуск про муравьев. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!